Мы все чаще говорим о прилетах украинских дронов и ракет по России. К сожалению, это уже настолько стало рутиной, что мы можем говорить только о каких-то вехах, о чем-то качественно и принципиально новом. Потому что если освещать каждый удар, то мы только о них говорить и будем. Нефтяной дождь в Туапсе и горящий НПЗ в Перми были важной вехой. Теперь вот первый по-настоящему серьезный удар по Москве. В результате атаки дронов погибли не менее 3 человек, 16 пострадали. Нанесен ущерб частным и многоквартирным домам, объектам нефтяной инфраструктуры. По сообщениям Сергея Собянина, на подлете к Москве сбиты 120 беспилотников. Разговор об этой атаке нужно начинать с того, о чем мы говорили буквально на днях. С того, что Путину явно наскучила его собственная война, которая теперь несет только проблемы, а не быстрые и яркие эмоции. Сначала только напомню, в описании вы найдете ссылку, где мы собрали платные и бесплатные способы по обходу блокировок. В том числе там есть светофор работоспособности VPN-ов. Там обратите внимание на Blank VPN, он стабильно в верхушке рейтинга много месяцев. Мы каждый день эту инструкцию проверяем и актуализируем, а спонсирует это дело MaxSwap. Они выпускают виртуальные карты, которые можно оформить буквально за 5 минут. Важное свойство войны заключается в том, что ей вообще не интересно, кто там от нее устал, кому она перестала приносить радость и острые эмоции. Даже если этот кто-то тот самый персонаж, который ее и развязал. От чего взялся очередной страшный удар по Киеву? Очевидно от того, что за время 3-дневного перемирия российская страна накопила избыток ракет и дронов для массового удара, который смог перегрузить украинское ПВО. Такой акт демонстративной жестокости с гибелью 24 человек не мог остаться без ответа. И вот уже оказывается, что перегружено и не справляется московское ПВО. Оказывается, что с точки зрения войны нет разницы между Москвой и Белгородом. Нет никаких средств, которые могли бы гарантированно от этого уберечь. Потому что возможности постройки дронов ценой в несколько тысяч долларов не ограничены, а силы ПВО ограничены еще как. Люди видят, война пришла в столицу, и никто не может ей помешать. Да, в этот раз по МПЗ в Капотне не попали, нефтяной дождь над Москвой не выпал. Но мы же понимаем, что это дело времени. В этот раз не попали, в следующий, значит, попадут. Или на 5-й раз, или на 10-й. Но случится это обязательно. Нравится Путину его собственная движуха, не нравится она ему. Вылазит он на публику или окончательно засел в бункере. Это все уже не имеет значения. Пока война не закончена, она будет эскалировать сама себя. Происходит ровно то, о чем мы говорили. Усталость и самоустранение Путина с перспективой окончания войны не связаны никак. Единственное, с чем они связаны, с расхолаживанием государства. Когда уже никто не знает, что, зачем и почему он делает. Все просто идет по инерции. Война тем временем только ужесточается. От того, что никто уже не в состоянии понять, зачем нужна малая токмачка, на фронте гибнет людей не меньше, а больше. От того, что никто не знает, зачем нужно разрушить жилой дом в Киеве, а делает это просто потому, что боеприпасы накопились, взаимные удары будут только страшнее. Да, Москва во всех отношениях это не Россия. И на войне факт этот проговаривается почти прямым текстом. Нефтяной дождь в Туапсе? Да это проблема Туапсе. Военное положение в Белгороде? Да где вообще этот Белгород? Именно так к этому власти относятся. А вот происходящее в Москве – это уже вопрос политический. Москву видят все. На Москву не распространяется феномен российских просторов, где между 2 областными центрами вполне может втиснуться европейская страна, где жители Челябинска слабо представляют, что происходит в Перми. Москва всегда на виду. Москву сторожат всеми силами ПВО, какие только есть. Это максимум, на что страна способна. Не допустить кипиша в столице – самая важная политическая задача. Теперь невозможно выполнять даже ее. Максимума теперь недостаточно. И это очень плохая новость. Не только для Москвы, но для всей страны. Если не хватает сил защищать даже Москву, значит все остальное просто беззащитно. Тем более, что можно не сомневаться. Теперь к Москве свезут и то ПВО, которое пока не успели, и оголят остальную страну окончательно. Есть ли шанс на какое-то воздушное перемирие, отказ от взаимных ударов вглубь территории, которым нам компостировали мозги ту часть прошлого года, когда стало окончательно понятно, что полноценный мир уж точно снят с повестки? Как мы видим, нет. Это даже не обсуждается. Единственная причина, по которой можно временно прекратить стрелять, это острая необходимость Владимира Путина простоять 40 минут под открытым небом. В остальном же нет даже анонсов.
И это делает ситуацию по-настоящему безвыходной. Ни одна из сторон не близка ни к победе, ни к поражению. Обе стороны не могут защитить себя всерьез от ударов противника. В соревновании ПВО и дронов абсолютно однозначно победили дроны. Но ни Россия, ни Украина не ограничены в том, чтобы наращивать урон для противника. Установку ПВО в нынешних условиях вообще хрен купишь. Миру и самому мало, изготовить ее стоит кучу времени и денег. А если вы ее даже где-то и раздобыли, или сделали сами, вам еще надо где-то находить или производить дефицитные и дорогостоящие боеприпасы. За цену одной батареи Патриотов или комплекса С-400 можно сделать бесконечное количество дронов. В них нет вовсе дефицита никакого. Для них не нужно большое и дорогое производство. Все делается частными компаниями из гражданских комплектующих. При таком дисбалансе, насколько бы кошмарно это ни звучало, самое логичное это инвестировать не в оборону, что заведомо обречено, а в дальнобойные удары, которые будут становиться все более дешевыми, массовыми и кровавыми. Можно купить ракету ПВО за $200 тысяч и попытаться ею сбить беспилотник, который стоит 10 тысяч. А можно на те же деньги построить 20 беспилотников с гарантией, что хотя бы один точно долетит до искомого НПЗ, административного здания, промышленного предприятия, логистического узла, электростанции или просто до жилого дома. С гарантией, что хотя бы один нанесет противнику ущерб. Это убийственная арифметика, которая говорит о том, что на нынешнем этапе войны гражданские жертвы и экономический ущерб у обеих сторон выйдут на новый уровень и будут расти до тех пор, пока война не закончится. Взаимные удары не решают никаких военных задач с точки зрения успехов на земле. Дальнобойная воздушная война – совершенно отдельное мероприятие, куда обе стороны закладывают политические цели. Украина хочет показать слабость Путина и его неспособность совладать с последствиями того, что он сам же развязал. Путин хочет продемонстрировать свою решимость идти до конца и просто закошмарить граждан Украины. Руины очередного украинского дома – это вообще единственное, что он может хотя бы самым верным своим людоедам выдать за успех. Опять же, обе цели весьма эфемерны, в моменте недостижимы. Запугать украинских граждан таким образом, чтобы страна капитулировала, не получится. Путинская власть тоже закончится по внутренним причинам, а не потому, что дроны по Москве прилетели. Принципиальная недостижимость целей делает процесс бесконечным. Пока идет война, ни для Украины, ни для России не наступит момента, когда можно будет сказать: мы раздолбали все, что хотели. Россия и Украина — это не сектор газа. Херачить друг по другу дронами и ракетами можно лет 500 без остановки. Да, мы к вам сегодня с плохими новостями, потому что хороших и логически непротиворечивых новостей взять нам неоткуда. География и массовость ударов по России будет нарастать. По Москве будет прилетать чаще и больше, потому что это очевидная политическая цель. С каждым месяцем будет меньше пространств, где можно чувствовать себя в безопасности. Любые объекты инфраструктуры, в первую очередь нефтяной, которые потенциально интересны украинской стороне, будут под ударом. Не на этой неделе, так на следующей. Не сейчас, так через месяц. Единственное решение тут касается одного человека, причем в прошлом. Если ты начинаешь воевать с настоящим государством, то получаешь тяжелые последствия. Да, могут вселять уверенность в собственных силах превосходства по населению в 3 раза, а по экономике в 10. Еще больше могут вводить в заблуждение отчеты спецслужб, которые рады продать вождю вкусные караваи, с которыми граждане соседней страны будут встречать твои танки. Но государство, даже не очень богатое, даже очень проблемное, эта сущность способна аккумулировать огромные ресурсы. И если ты ставишь перед государством вопрос о самом его существовании, то оно может сделать тебе в ответ очень больно. Завоевание крупнейшего по территории государства Европы с населением в десятки миллионов человек, на что Путин очевидно рассчитывает, что как-то оно произойдет, ведь время по жизни его главный союзник. Так вот, задача такая, заведомо обреченная. С дружественным Байденом или Трампом с его агрессивным нейтралитетом, с такими союзниками или с другими, с кредитами побольше или поменьше, Украина не превратится в Чеченскую республику образца 2000 года. Ее не получится раздолбать бомбами, ракетами и артиллерией до полной неспособности к сопротивлению. Время тут не поможет, а ущерб будет только нарастать. Положение, в котором оказалась наша страна, настолько же ужасно, насколько было неизбежно уже в первую неделю войны. В тот момент, когда стало окончательно ясно, что украинская государственность не обрушится, что нелояльность граждан руководству страны сильно переоценена. Да это было и до войны ясно. И мы об этом говорили, и многие об этом говорили. Так что будет делать Путин?
Тут гадать не нужно, потому что мы это уже наблюдаем. Путин еще больше самоустранится, еще меньше будет показываться на публике, опять ни слова не скажет об атаках на Москву и о гибели мирных жителей. Мы опять увидим изумительное сочетание усталости с радикальной решимостью продолжать до тех пор, пока время и удача сами куда-нибудь не вырулят. Опять увидим лидера, который отказался от лидерства. Ведь вся история правления ему говорила: ничего не делай, жди, оно как-нибудь само утрясется. Планы, что делать, если оно все-таки не само, если крупнейшая война в новейшей истории Европы, где жертвы измеряются сотнями тысяч, не закончится в его пользу сама по себе, такого плана у Путина нет. Вывод здесь столь же очевиден, сколь печален. Хреново быть гражданами воюющей страны, и неважно, жертва ваша страна или агрессор. Это всегда опасно для жизни. Оказаться в агрессивной войне с лидером, который сначала замкнул на себя все решения, а затем сознательно самоустранился из контруправления, это вообще совсем плохо. Еще раз скажем, хороших новостей у нас сегодня нет. Совершенно очевидно, что еще через несколько месяцев, полгода, год мы будем обсуждать все то же самое. Только с большим ущербом от ударов, с большим числом жертв и с более широкой географией. Закончится ли это вместе с самой войной? Какие масштабы успеет принять? Это одному богу известно. Пока понятно лишь то, что война, а значит и бесконечная эскалация взаимных ударов, на веку Путина не закончится. До завтра.